Приветствую всех, друзья! С вами на связи Алехандро. Мира вам и вашему миру. Предлагаю вам цыганский расклад Таро. Гадание онлайн для мужчин и женщин на отношения, на любовь. Что между вами сейчас и что будет дальше. Мы посмотрим вашу ситуацию, что происходит в вашей жизни. Для начала, посмотрим, кто пришел на расклад. Потом заглянем в уголки, отдаленные уголки вашего прошлого. Потом посмотрим настоящую ситуацию, тенденции будущего. Посмотрим мысли, чувства, планы действия загаданного человека на вас в ближайшем будущем, ну и аспекты, к которым стоит готовиться, или тенденции. Настраивайтесь на себя, на поток, на свою интуицию, на свою ситуацию. И помните, что это общий расклад. Итак, высшее Я привело вас на этот расклад. Или высшие силы. Вы не просто так смотрите это видео, и вам действительно пора что-то узнать новое или получить какой-то инсайт, подсказку или совет. Но и вы должны чувствовать, что эти отношения не просто так, они какие-то особенные, кармические, близнецовые, родственные души, ну или может быть даже мистические, потому что все-таки зеркало тут есть. Во всяком случае, какое-то божественное провидение в этом есть. Золото судьбы присутствует в этих отношениях. Ну и что-то хорошее точно есть здесь. Парусник. Мужчина в вольном плавании. Такой, свободный. И куда он плывет, и куда он ведет свою судьбу, непонятно. Вы пока не можете разгадать его намерения, поскольку эти отношения сами по себе свободные, то есть, они как бы непредсказуемы, вот сегодня штиль, завтра шторм. Сегодня он как бы пришел, завтра ушел, то есть какое-то вроде бы и море спокойное, а мужчина плывет в будущее, то есть корабль плывет в будущее, и мужчина может не говорить о своих планах. Здесь женщина в одну сторону, смотрит, парусник идет совершенно в другую сторону. Но карта тоже хорошая пока что. Присутствует аркан смерти. Центральная карта, какие-то перемены в вашей жизни, они, какая-то эта ситуация, в которой вы как будто бы на грани находитесь. То ли мужчина отдалился, и вы не понимаете, конец или пауза, то ли вы отдалились, то ли вы остыли друг к другу. У меня пока что такое ощущение, что вы остыли друг к другу. Эти две совершенно хорошие карты, вроде как и высшие силы, и тепло здесь в этой карте есть, в ситуации вашей. А вот здесь прям смерть. Давайте смотреть. Что-то роковое уже происходит прямо сейчас, Или вам нужно решать что-то. Но здесь как будто бы или мужчина не хочет вам подчиняться, или его подчиняют себе кто-то, другая женщина, обстоятельства, работа, то есть у вас много хорошего между вами и вашим партнером, между женщиной и мужчиной. Но мужчина здесь постоянный, как будто бы заложник обстоятельств каких-то, заложник обстоятельств здесь мужчина. А выйти из этих обстоятельств мужчина пока не может. Как знаете, как в океане, постоянно меняется погода, меняется что-то, меняется даже направление ветра. И эти перемены, вы к ним уже или уже не можете их принимать, постоянные перемены в погоде, даже в настроении мужчин. Или скоро устанете, здесь, знаете, как ситуация такая, где у вас серьезный есть некий серьезный конфликт с высшими силами или с обстоятельствами, или с этим мужчиной, который просто
либо хочет быть свободен, либо вынужден быть не свободен. Тут уже примеряете обстоятельства, да, вашу ситуацию к себе. Здесь такие силы прям, знаете, как будто бы какое-то роковое испытание у вас. Все-таки рок в центре, смерть. Вам как будто бы не избежать какого-то испытания, или вы уже в этом испытании находитесь. В отношении отношений. Мы смотрим на отношения. И как бы вы не хотели себе подчинить мужчину, мужчина не подчиняется. Как бы не хотел мужчина сам быть свободным, он не свободен, он заложник ситуации. Видите, как интересно получается. Хорошо, что скажет дух, да, именно вот, как бы, если бы мы ему задали вопрос отдельно, да. Святой Дух, скажи нам, как ты видишь эту ситуацию? Даже свеча коптит, кстати. Но мужчина может быть сам по себе отшельник, да, тут отшельник. Здесь необходима пауза пока в отношениях, как минимум. Вот здесь и сейчас высшие силы, дух, который присутствует, да, здесь энергия смерти. Отшельник, кстати, здесь на связи дух мужчины, именно мужчины. Он, скорее всего, ну, по этому знаку зодиака он больше дева, телец, козерог. Отшельники у нас всегда в девах, в тельцах и козерогах. Особенно он чистая дева, если у вас кто-то, особенно из умерших, есть особенно мужчина. Здесь вот прям мужские энергии очень много их. Мужская, ну, смерть тут и высшая я могут быть и женское, и мужское. Хорошо, давайте смотреть. Почему или по какой причине высшие силы вас соединили друг с другом? Пока что вот этот момент. В чем суть? Да. Да, здесь не без высших сил, не без мистики, магии, эзотерики. Нужно научиться ждать здесь. Звезды выпадают. Учись ждать, говорят высшие силы или высшее я. И это путь красоты. Как бы тут это... Да, смерть, она тут в центре. Это такие роковые события, которых прям... Знаете, этот парусник, этот человек, он прям сюда в рок попадает, да, а дальше он становится несвободный, невольный. То есть звезды это всегда об уме, о чистоте, о красоте и о долгих событиях. И тут, знаете, как бы высшие силы даже говорят: остынь разумом, успокойся, да, остынь. Окей. Давайте посмотрим, верным ли курсом идет мужчина, правильным ли курсом, он правильно делает или нет. И вы как мужчина себя можете проверить, и вы как женщина можете проверить себя. Может быть, мужчина, бывает такое, да, в отношениях мужчина прав, да, и женщина, допустим, как зашоренная лошадь, да, уже она в своих мыслях крутится, да, прав ли мужчина или нет, или как видят высшие силы, допустим, даже этот курс мужчины. Да, мужчина здесь не ошибается. Ну, сердце все-таки, он идет путем сердца, и благословенен тот путь, который сердцем выбран, личностью той, которая идет своим курсом. Нет, мужчина здесь не ошибается. Он так решил, и, знаете, даже вы его будете обвинять, этого мужчину, а он все равно будет прав. Даже если он попадет в какую-то неприятность, он все равно будет прав. И вы его, ну, как бы даже сколько бы вы его не обвиняли, вы будете делать в себе только хуже. Понимаете? Он идет путем любви, своей любви, да, то есть и здесь уже никак ты ему не надуешь, как говорится, паруса в обратную сторону, да? Или не станешь сильнее того ветра, который его подгоняет в своем направлении. Хорошо, что это за смерть, что это за энергия такая? Вот какая энергия движет вашими отношениями прям? Хорошо, давайте. Какой рок движет? Но это темные силы. Все-таки кошки, они бастеты наши, да. Они представительницы темного мира, и только кошка видит в абсолютной темноте, да, там, где 0 люксов, да, из частиц света, да, попадает на сетчатку глаза. Они видят. Только темные силы ведают,
почему он так делает. В угоду темным, да, он руководствуется своим сердцем. Да, он может даже руководствоваться любовью. Но это что-то из темных миров. Давайте посмотрим, что его подчиняет этого человека, особенно мужчину, да. Но мужчины могут посмотреть, что подчиняет женщину или чему вы подчиняетесь, сравнить, да. Шабаш, группа лиц, как минимум, его подчиняет обстоятельства. Но они не светлые, все-таки черная кошка, смерть, шабаш. Может его подчинять магия и колдовство, и она сильная. Но помните о том, что это сильный мужчина еще такой, да? Тем не менее, он зависит как минимум от череды каких-то испытаний, в том числе и магии, может быть. Ну, тут смотрите по своей ситуации. Если вы прям там, к магии не очень скептический, то, да, у него куча проблем. Ну и может быть даже куча там женщин, любовниц, и из-за них проблемы, да, то есть зависит от них. Что черная кошка все-таки есть. Знаете, как перебежала дорогу черная кошка, как в детстве, может, помните? Но она, если перебежала, это может быть знаком. Но это может какая-то женщина не одна перебежала вам дорогу, и у него там какой-то уже багаж этих женщин, да? Какая сила? Все равно сила его, она светлая. Ну давайте так. Какие бы силы темные вас не разлучали, да? Он может справиться. Ну, такое пока что. Как видят высшие силы, вот эти вот карты все. Знаете, есть в заклинании у меня, да, где я начитки делаю, как подтверждение, да, намерения, тако было, тако есть и тако будет. Вот она справедливость. Высшие силы говорят, что не суди, не судима и не судим будешь. Ты не можешь осуждать, винить, давать какую-то оценку вот его выбору и даже появлению темных сил. Как испытания они должны быть. Ты их должен или должна принять, смириться, закрыть на них глаза. И чем больше ты будешь вот это вот накалять, да, чем выше твой меч, тем неспокойнее весы. Рано или поздно ты примешь решение, там уйти или остаться, быть ли вместе или нет. Но вот сейчас пока остынь, поставь на паузу и напиши: я досмотрю до конца, во что бы то ни стало. И если у меня в начале было одно мнение, то в конце оно у меня будет такое-то, да, а какое оно будет? Противоположное мнение, может быть, или такое же самое. Можете написать: я не поменяла, но уже в конце допишите комментарий. Вот я поставила на паузу, да, и я поменял мнение, или я не поменял. Вот интересно, здесь высшие силы говорят: не руби с плеча, не торопись, не накаляй. Ну, а уже как карты лягут, да, вы уже сами сделаете свои выводы, друзья. Для этого вам эти расклады я и готовлю, да. Окей. Интересная такая фабула тут. Неоднозначно. Все не так однозначно, да? Ну, хорошо. Давайте посмотрим, что было в вашей судьбе, в ваших отношениях уже. Что вы успели пройти, прожить. Очень плохая карта, девятка мечей. Как минимум тупиковую ситуацию или одну из самых таких сложных. То есть уже сложности такие, прям сложные сложности позади. Но, тем не менее, есть еще и десятка мечей, есть еще смерть, да. То есть очень плохое уже было, как минимум. Вы уже думали, что хуже не будет, да. Ну вот, девятка мечей, она о страхах, о сомнениях, о чем-то очень неприятном в прошлом. И вы такой какой-то уже ад в прошлом. Тут в дальнем прошлом уже прожили. Да, дьявол прям был уже у вас. Было искушение. И даже не только вас, может быть, дьявол искушал, но и вашего партнера искушал дьявол. Может быть, изменял дьявол. Может быть, вы ему уже давали последний шанс. Но такое. Внутри себя вы давали ему последний шанс.
Окей. И дьявол вас так испытывал, что вы ночами не спали. Тут такие, ну, это такая комбинация кошмаров каких-то даже и нечистой какой-то. Ну и у вас в отношениях и в вашей личной жизни нечистая уже присутствовала. Поэтому тут шабаш этот откидывать нельзя с точки зрения там нечистой. Но и мужчина в прошлом, и женщина в прошлом были как-то связаны с чем-то очень темным. Но, тем не менее, вы все время надежду себе давали. Смотрите, смерть, темная кошка. Знаете, у вас как бы не было плохо, а доля оптимизма в вашей жизни, она постоянно присутствовала, да. Нічого, прорвемся. Ой, нехай так буде, аби гірше не було, да, вот постоянно вот какой-то надо прилагать усилия над этим, и все получится, да. Треугольник в центре все равно тут что-то такое, знаете, как будто бы как не соперница или не соперник, так шабаш, да, так обстоятельства. Вам шо, пороблено в прошлом, не пойму. Тут девятка мечей, этот козел, да. Было у вас у пятерка пентаклей, ну, это такое страдание какое-то. Как будто бы, знаете, у меня такое ощущение вообще, что одного из ваших партнеров взяли и подвергли физическому насилию. Вот без обид, но это в прошлом. Как будто бы его избили, там, унизили, или ее избили, унизили. Может, он вас бил, там, обижал. Но здесь такая физическая боль, страдания, и вы уже переживали в жизни финансовые потери. У вас как будто бы было сначала все вроде бы как классно, и надежды какие-то были, а потом пришла какая-то энергия или группа лиц, прям взяли вам все, извините за выражение, перегадили, да. И все хорошее в себе поистребили, да. Или в вас, или в вашем окружении. Как причиненная боль какая-то идет. Вот. Ну, учитывая то, что эта карта здесь, в этом положении, как будто бы вот мужчину здесь забрали у женщины, или наоборот, у мужчины женщину забрали, да, вас как будто бы взяли и разъединили, просто наломали. Знаете, как вы как вроде бы как веничек или какая-то костичка была, а вас взяли там, так плохо вам сделали. У меня вот такой поток идет от этих карт. Будто бы выкрутили вас. Выжили, да, или взяли, ну, было что-то красивое, хорошее тут, да, тут взяли, просто наложили какую-то черную печать, что ли, работу сделали какую-то прям, что это темная работа, и результат вот просто прекрасная, безобразная в прекрасном, да, ну вот как по Лао Цзи, или по Дао, да. Там, где есть прекрасное, появляется безобразное, да, вот такое какое-то идет. Окей, что еще в прошлом? Ну, как будто бы у меня такое ощущение сейчас, как будто бы вам, знаете, порезали сердце вот так. Подсекли и потекла кровь. Ну вот оно так. В прошлом. Треугольник здесь. Знаете, вот тройка чаш, тройка пентаклей, любовники, дьявол и тупики. Но оно такое, знаете, вот у меня здесь идет, какие бы ни были эти отношения в прошлом, они все равно были изменные, были непонимания, был третий лишний, были группы лиц, то есть оно как будто бы микс из чего-то больного и страдающего, но в нем было и хорошее все равно. Вот это очень хорошие карты, и все равно любовь тут была. Да, она может быть там замазана чем-то темным. Да, она может быть больная, но она любовь. Ну что, все-таки сердце, тройственный союз, тройка. И да, среди темного здесь есть и светлого много. Как видят высшие силы ваше прошлое. Боль, страдания, прям. Ну что в отношениях ваших было? Как минимум друг другу вы причиняли боль и страдания, и оно здесь прям раз, два, три, прям 4 карты. А что вас до сих пор держит, да? Оптимизм. Почему-то у меня здесь только слово оптимизм. Вот вы такой человек. Или ваш партнер такой тоже. И вот эти две составляющие дают какую-то еще, да? Надежду, может быть, даже, да? Окей. Хорошо.
А что сейчас происходит? Вот в отличие от того, что мы посмотрели, для чего, как обстоятельства, что происходит сейчас? Шестерка жезлов. Вы что-то побеждаете и преодолеваете. Вот вы прикладываете усилия. Да, может быть, не такие сильные. Вот. Вы как будто бы ведете борьбу с козлом, да? С дьяволом прям ведете борьбу. Но это так видят высшие силы вас, вашу ситуацию. Дальше. Все равно вы продолжаете любить. И знаете, у меня такое ощущение, смотрите, влюбленное сердце и козел. Вопреки всему вы любите, но имейте в виду, или ваш мужчина привязался к кому-то, или вы к нему привязались. Тут нужно понять, привязаны. Здесь, если вы делали приворот или привязку на мужчину, то она действует. Но она действует здесь. Ваша. А если вы любите человека, который не с вами, но ничего на него не делали, это вы сами знаете, можете написать в комментарии, можете не писать это. Вот. Но если вы любите, то на него тогда сделано. То есть вы все равно как бы боретесь с этой ситуацией. То есть, шестерка жезлов — это всегда борьба. Некое, знаете, как стремление получить свое. Вы не отпустили этого мужчину, поэтому вы вот как бы вот так вот к нему привязаны. Или женщину свою не отпустили. Мужчина — это я для вас. Семерка чаш. Если вы в иллюзии пребываете, все равно вы себе там нафантазировали, надумали, накрутили себя. То есть сейчас прям есть некие розовые очки у вас. Имейте это в виду. Но вот этот оптимизм, о котором я говорил, да, 2 тройки. И вот он. Вы все равно верите, что... или мечтаете, что при приложении определенных сил у вас... что-то получится, да, что-то произойдет. Может и хорошее, учитывая ваш оптимизм. Окей, интересно так. Интрига прям. И да, вы рассчитываете на выход. И, может быть, даже высшие силы готовят вам выход из этой ситуации. Но у вас выход из болезненной прям ситуации, из череды неудач. Да, вот ваш лозунг вот этот... Снобы, пока ушки прикроете, а то вам немножко резанет сейчас. Есть такой лозунг: не сцы, прорвемся, да. Можете написать, у вас такой или нет. Только пишите SCI, тогда пропустит. А если напишите по-другому, то он что фильтром YouTube не пропустить. Все-таки вы оптимисты, оптимистка, да. Окей, вы имеете право. То, что я говорил, не осуждай. С точки зрения психологии, в принципе, вас выкрепчаете. Ок. Нормально. Так можно. Как нормально. Нормы не существует, у вас получается, давайте так скажем. Что сейчас? Здесь есть такое сильное противоречие, и вы как бы хотите протолкнуться, да, пройти сквозь игольное ушко, а вас заталкивают назад. У вас очень серьезный соперник, соперница, мужчина против вас, соперница против вас, обстоятельства против вас. А вы все равно знаете как. Есть еще такое: ветер в харю, а я шпарю, да, писаю против ветра. То есть, благодаря вашему какому-то оптимизму вы боретесь все равно на зло врагам вашим. Дай бог, пусть получится. Тут, знаете, вот я вижу эту ситуацию так. Вы все равно любите, или вы все равно, как бы вас там, может быть, унизили, обидели, ударили по щекам, а вы, как Иисус Христос, идете, а я вот правую щеку, а я все равно буду во что бы то ни стало. Но так должно бы быть сейчас, имейте в виду, это вот сейчас, да. То есть, если вы так делаете, то, получая сопротивление, то ок, окей, услышали, да, напишите: я вас услышала, то есть, даже вы можете там бояться, но все равно, знаете, глаза боятся, а руки делают. Вас ожидает все равно испытания, нападки, и там вас не ждут пока что еще, да, вот он, рыцарь мечей, да. Окей, а высшие силы как сейчас видят? Прямо что вы делаете, да? Как это можно назвать? А вы идете к успеху. А это ваш путь успеха. А это правильный путь, поэтому этот парусник может быть и ваш. Поэтому если у вас
некая такая, знаете, тактика к этому человеку, партнеру, мужчине или женщине, вот такая, то она верная, она ваша. Особенно если здесь женщина. Но здесь путь убывающей Луны. Ну, может быть, вы от чего-то и очищаетесь. Даже если вы что-то теряете, вы все равно, знаете, как будто бы, ну, делаете правильно, поступаете правильно. И действительно, не вы, но тогда вам нельзя и мужчину винить ни в чем. Ну, партнера, да? Или партнершу. Окей. Давайте теперь посмотрим на ваше будущее. Что будет пока что. Будущее не ясно пока. Луна. Здесь, знаете, душевные страдания и вот такие какие-то переживания, муки, эмоции тяжелые, да. Они вас еще ждут, то, что я и говорил, да. Вас там не ждут. Ну вот оно, вас там не ждут. Вот оно и идет таким путем. Но мне почему-то, знаете, как будто бы вот эта карта. Вот, присмотритесь, она часть вот этой карты. Пазл, да. Вот в этой карте этого и не хватает, да. Вот напишите свои ощущения, как у вас. Совместились эти две карты или нет? Как будто бы вы через тернии к звездам или через там, ну, через большие страдания. Ну окей. Да, и может быть, если вы в магию тоже верите, ну, смотрите с точки зрения магии в эти отношения как диагностику, то да, путь магии вам придется пройти. Он такой здесь страшный, непонятный, да, и долгий. Долгим путем магии идти вам предстоит, да. Кстати, для тех, кто просто смотрит и слышит здесь ответ на свой вопрос, а есть ли у вас магические способности, вот тут они могут приоткрыться. А знаете, благодаря чему вы испытаете какой-то шок, да, ну, смерть, девятка, тройка, боль, здесь и здесь дьявол. Удар от высших сил, удар от темных сил. Вас ждет еще такое приключение. Ну, вы сейчас в приключении уже находитесь. Вот это ближайшие две будущие карты. То есть выход будет из этой ситуации, но через темноту. Вас ждет темнота. Но в этой темноте откроете вы искусство. В отношениях и в себе. Заиграет новая музыка, сквозь слезы пробьется огонь. И откроется вам гармония, алхимии и магии. Какое-то чудо должно будет случаться. Что-то родится и начнет на свет проявляться. Новая эманация ваших отношений вас ждет в перспективе, без сомнения. Это как награда за ваши боль, страдания и стремление к преодолению трудностей ваших. Ибо любовь, помните о том, что она все побеждает. Любого козла, любой шабаш. Так вписано в хронике Акаши будет. Ключ, замок, язык. Амен. Окей. Семерка жезлов. Вы отстаивать права свои будете и интересы. Вы научитесь это делать. И здесь в будущем вас ждет, знаете, как распределение. Вот это мое, вот это твое. Как минимум вы достигнете искусства владения своими границами. И отстоите свое, получите свое в любом случае. Вы свое заслужите. И получите этого. Но через переживание и боль. Здесь Луна, а здесь умеренность Скорпион, поэтому сердце ваше настрадается. Но здесь, знаете, как бы путь к мечте через сильнейшие испытания. Ну, смотрите, Паж Кубков. Если кто-то смотрит, конец это или пауза, это не конец. У вас будет шанс на то, чтобы что-то подкорректировать, чтобы найти выход в отношениях. Каждый определится со своими чувствами, и вам будет комфортно в этих чувствах. Может быть предложение, и оно будет чистым, это предложение для вас. Туз жезлов, очень хорошая карта, смотрите. Здесь мужчина проявится, хотя и через какое-то такое закрытое состояние, но он что-то предложит хорошее.
И партнер, партнерша появится. То есть для мужчин то же самое. А здесь будет какой-то искра чуда. Здесь очень хорошие карты выпали. Несмотря на сопротивление, проявление мужчины другим явится вам. И женщины точно так же. Это женская больше карта, это мужская. И я вам так скажу, еще здесь, даже возможно, если вы планируете дети, да, то они вот здесь возможны. Но и мужчина, кстати, если что-то скрывает, то влияние детей и семьи прошлой вдруг, ну, шабаш это иногда к семье, она может проявляться скрыто, то есть он это может скрывать. То есть он не свободен, человек, но он и, ну, как будто бы, знаете, как не бросает вас. Он как будто бы вы в своем каком-то, да, в своих границах, а он в своих. Вот здесь вот руна Ингвар, Ингус. Она может вам помочь, вы можете на запястье нарисовать руну Ингус, и она может вам помочь достучаться до этого человека. То есть, чтобы он вас услышал. Потому что вы как будто за одной стороной забора, а он за другой, ну или ограждение. Или он в одном государстве, вы в другом. Но связь между вами, она восстановится. И она будет другая. Но в этой другой связи чувствам вашим будет комфортнее. Ну, такое исцеление как бы происходит. Давайте посмотрим высшие силы, как это видят. Есть перспектива все равно. То есть, видите, вы надеетесь здесь проскочить в игольное ушко. Вас заталкивают назад, так как я говорил, и вы там идете к своей цели. Через боль, страдания. Окей. Но у вас получится, но вам все равно вы будете видеть это по-другому. Вам нужно посмотреть под другим углом на эту ситуацию. Перспектива есть у вас с этим человеком, и она у вас в тройке, в треугольнике. Поэтому весь расклад пока что сводится к тому, какой бы ни был шабаш, какая бы ни была магическая война, какой бы ни был треугольник соперника или соперница, какой бы ни был сильный дьявол у вас тут. Ваша сила любви, если вы действительно любите, вы сами чувствуете, а вы можете написать: моя сила любви преодолеет любые препятствия, любую магию, там, напишите, что у вас в вашей ситуации, да? Окей. Вот сила любви у вас, и она и дает вот этот вот проход. Круто очень получилось. По раскладу такой оптимистичный, очень хороший, светлый расклад, несмотря на большое количество темноты. А теперь давайте посмотрим, что думал, да, ваш партнер о вас, и что думает сейчас. Или партнерша мужчины тоже, смотрите. Мысли мысли, условно говоря, вчера и сегодня, да, вот до ситуации, после. Можете сравнить просто, как меняются мысли. Ой, думал, что так вы его нагружаете вообще. Это как минимум думал, а вот это что в будущем будет. Как бы тяжело ему с вами было, вот тяжело понимать, тяжело выдерживать. И вообще тяжело гореть. Что будет, да, думать. Вот она. Помните, лежала карта бабочки. Я вообще, это напишите, я подтасовал вам карты или мне дух их подкинул. Шестерка жезлов, да? Здесь так. Шестерка жезлов, он изменит свое мнение. Но как минимум этот человек не будет держать на вас зла и простит вас. Окей? Что чувствует в прошлом его чувства, как они поменяются? Вот мысли у него точно поменяются. Когда-то он к вам относился очень трепетно и нежно. Да, вот такое. А отпустить не сможет. Двойка жезлов. Тоже хорошая карта. Он не сможет вас как бы вырезать, условно говоря, да, давайте скажем, вырезать из своего сердца. Если только, знаете, как будто... Вот почему-то я сказал это, да, и мне пришло такой прям эпизод, как будто бы из фотографии вырезают сердце. Или вырезают головы. Тут какие-то порезки есть. В этом, с точки зрения магии, здесь резали. Есть там разновидность магии, там порезки называются. Хорошо. Его планы на вас, которые были и которые будут. Но раньше он хотел вас подчинить себе, и иметь над вами власть. Слышите, да?
А восьмерка монет — это то же самое. Просто он будет, вот ваш партнер, да, он не хотел, ну, сперва он вас как бы там запугивал, можно так сказать, или ограничивал, скорее даже, да, ограничивал. Но, может быть, и запугивал по этой карте. Это запугивать часто. А сейчас он просто вас уже не отпустит, потому что даже, я вам так скажу, в плену болезненных обстоятельств запутались вы. И уже такое колоссальное количество энергии, сил, здоровья, денег, времени, чувств, боли и радости вложено в это, что ни он, ни вы не сможете друг друга отпустить. Вот и все. Вот так вот пока что. Но он и не планирует вас отпускать. Он будет, вот знаете, как копаться в своих проблемах и решать по очереди, да, вот как паучок оббегает эту паутинку по кругу, и то к одному там, ко второму, третьему там, да. Да, здесь мужчина может быть немножко токсик, ну, учитывая эту комбинацию, ну, любовь, вот такая любовь немножко может быть. Тем не менее, его планы на вас не отпускать вас, то, что я говорил, да. Окей. Вот оно и новое проявление. Хорошо. Любит ли он вас по-настоящему? Давайте вот тут заглянем в этот закоулок. Кармические отработки. Ну, здесь, знаете, как он бы и рад вас любить, но ему приходится служить. Да, вот так. Это служба, это защита. Не знаю, каким, как говорится, каким бесом, да, каким бесом. Но этот партнер служит вам, из-за этого вы его любите. А характер, кстати, этого человека достаточно противоречивый. И вот мужчина здесь почему-то мне идет водолей. Почему? Не знаю. А дух мужчины, дева, да, ну то есть дух, который приходит, вот здесь водолей. Ну а вот это, кстати, тоже дева. И может быть у меня почему-то открылось сейчас, дух вам открывает. Не спеши отвязываться от него прям, да, или его выгонять. Он тебе еще послужит. Ну, а если вы прям испытываете только меркантильный интерес, тогда отвязывайтесь, да. Если вы прям его там, от него нужны только деньги, то отвязывайтесь. А так, это кармические отношения долгие. Вы можете даже их проходить, эти отношения, не одну инкарнацию. Будете ли вы вместе? Вот смотрите, вот эти карты, они говорят «да». Как ни парадоксально. При том, при всем, что мы уже просмотрели с вами. Туз кубков. Да. Но как минимум две души ваших. Искусство, которое открывается, и то искусство, которое видят или вписаны в хроники Акаши, уже говорят о том, что при чистом внутреннем вашем мире вы откроете друг другу дороги, увидите свои границы, очертите свои пороги. И новое предложение для вас, для ваших отношений станет возможностью пройти вам сквозь игольное ушко судьбы и посмотреть друг другу в глаза. И пусть даже из глаз потечет слеза, она будет чиста. И ваши кармические испытания шестеркой монет вольются во свет и явятся в нем, открывая чистый поток, где каждому принадлежит свое, и никто за это не бьется, не сражается, никому ничего не доказывает, поскольку каждый в этом потоке, на этом пороге является покровителем своей судьбы. И пусть кто-то отдалился или ушел, то, что ценно и дорого вам, останется в сердце вашем. И высшие силы всегда дадут шанс на новую жизнь и новые варианты. И древо рода и древо судьбы, что вас в перспективе объединяет, и что материализацию вашего мира не отменяет. Обязательно новое древо ваших отношений
и еще возрастите и вы. Мира вам и вашему миру. Берегите себя. Любите себя и мир, который окружает вас. В этих отношениях вас ждет серьезное испытание, но дух, высшие силы, сила воли, сила вашего намерения, священная пентаграмма света даст возможность пробиться новой жизни, зародить новое начало и из срубленного пня прорастить десятку пентаклей, новое древо Сефирот. И это просто нужно принять, поскольку это идет как поток свыше. И это и есть настоящей чистой магией высших сил. А последняя карта, которая здесь висит, это кармическая отработка. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку і світла вам та вашому всесвітові. Все буде добре, от побачите. І пам'ятайте, що за будь-якою темрявою завжди приходить світло. Па-па.